Всем привет, с вами Андрей. Сегодня решил сделать небольшое видео, покажу вам, чем я занимаюсь вечерами. У меня хобби это ходить по барахолке, искать интересные старые вещи. Короче, занимаюсь антикваром. В этом деле я еще пока новичок. Раньше занимался по дереву, делал столы, стулья, ремонтировал, реставрировал. Ну и немножко перешел уже на более старые предметы из серебра, бронзы, меди, латунь. И вообще любая вещь, которая мне нравится или имеет для меня какую-то интересную историческую ценность, я покупаю. Потом я занимаюсь вот вечерами, как этим вечером, я в поиске, откуда эта вещь, насколько она стара, и мне это интересно. Так как я занимаюсь антикваром не так давно, я учусь, собираю информацию, покажу видео, оно выйдет чуть попозже, но вы уже можете посмотреть кусочек. Я его смонтировал, я был в субботу на барахолке и нашел две старые соусницы. Ну, вот вы сейчас увидите. Так, это я здесь хожу, смотрю, что все лежит. Так, это промотаю. Фенинги. Это мелочевка немецкая. И вот здесь стоят две соусницы. Так, а это у нас соусницы. Смотрите. Такие неприметные, так, да? Вот они вроде неплохо смотрятся, надо посмотреть. Ну, я осматривал без камеры. Но они... Осматривал я без камеры, я немножко просто заснял. Так вот, я эти соусницы купил. И они, видите, они темные. Это значит, обычно, если это серебро, стоит печать. То есть есть клеймо. На одной я нашел клеймо, на другой тоже было клеймо, но оно стерлось практически. И было название ресторана. Это я уже позже узнал. Просто стояло слово «Анибис». И придя домой вечером, я решил поискать. И вы видите... Слово «Анибис» это на одной из соусниц внизу. Обычно такую посуду клеймят, я думаю, что в ресторанах, в каких-нибудь богатых ресторанах при дворе царском, да, тоже посуду делали печать, герб ставили, да, любой герцог имел такие же печати свои, где он ставил на посуду даже свои денежные единицы. В Германии в свое время ходили, потому что я был когда в Ганновере. Одно время Ганновер был отдельным королевством. Там немного, там 30 лет, но он печатал свои деньги. То есть это очень интересно. Так вот, я решил посмотреть, что это за Анибис такой. И решил в интернете поискать. По названию Анибис был такой ресторан в Гамбурге. Есть даже открытки, посмотрите, вот. Эти открытки можно купить на немецком сайте. Продают от 9 и до 15 евро. Старая открытка. Вот. На этой открытке здесь написано ресторан Альберт Нибис, Гамбург. Очень интересно. Вот сам ресторан. Это внутри есть вот сама такая открытка, даже еще не использована. И я стал искать по фотографиям. Есть архивные фотографии города Гамбурга, так как я знал уже название ресторана и название улицы. И здесь я вот нашел старые фотографии. Мне просто было интересно посмотреть, в каком году этот ресторан был. И я вот нашел старую фотографию. Это фотография 1901 года. Перекресток. И на перекрестке вы видите здесь название ресторан А. И тут есть Нибис. Вот ресторан, я его нашел. Но он был до 1905 года, потому что я находил фотографии 1906 года. Там не было этого ресторана, там уже что-то было другое. И я немножко архивом попользовался, поискал старые фотографии. Вот, допустим, 1910 год, это больница. Посмотрите, как раньше люди лежали. Не было отдельной палаты, вот общая
такое большое помещение, и там люди находились на лечении. Это тоже прилегающая улица к ресторану. Посмотрите, какие все люди стоят и позируют. Ну, и красиво все одеты, да? То есть платье, тут ступеньки, продавец, наверное, или кто-то он стоит в таком фартуке. Тут, по-моему, возможно, или мясная лавка, или что-то такое. Так, вот сам ресторан изнутри я нашел фотографию. Интересно. Это фотография 1900 года. И вы видите, вот здесь есть Анибис. Вот он, ресторан находится. И вот в этом ресторане соусница была в ходу. Это 1900 год. Ну вот посчитайте, сейчас 2025 год. Это получается 125 лет. Но я опять же не нашел информации, в каком году этот ресторан открылся. Я знаю, что он закрылся в 1905 году. То есть эта соусница имеет свою историю. И я немножко раскопал, посмотрел. И интересно было по фотографиям найти. Тут уже немножко другие ракурсы. Посмотрите, старый Гамбург, это тоже начало 20 века, да, 1901 год. Такие женщины в повозке для покупок у них были, тоже интересно. Зонтики, то есть, блин, красота. Ну вот такие фотографии есть у нас в Гамбурге в архиве. Я теперь уже знаю, откуда эта соусница, что она серебряная, есть название ресторана, есть клеймо. И это, конечно, интересно знать. И при продаже можно просто это написать целую историю, потому что это все, как говорится, было 125 лет назад. Она где-то стояла и служила в виде соусницы. Ну, вот такие небольшие поиски я провожу, когда у меня есть свободное время. Ну и, как обычно, на выходных, когда у меня есть время и хорошая погода, я езжу на барахолку. В разные города бываю, заезжаю походить по местным барахолкам, посмотреть местные разные старые предметы, ну и кое-что приобрести. Так что подписывайтесь на канал, смотрите видео, пишите свои комментарии. С вами был Андрей. Всем пока.